Да-да-да-дам, народ, свершилось. С сегодняшнего дня мы официально трудоустроены на Марсе механиком. В игре Rover Mechanic Simulator. Скачать эту игру можно в Steam. Я ее скачал и вместе с дополнением. Дополнение это марсоход будет Perseverance, недавно приземленный, так сказать, на Марс. Но чтобы до него дойти, нам нужно отремонтировать какие-то другие марсоходы. Вот. Ставим лайкосик, оформляем подписочку на канал, нажимаем на колокольчик. Ну, вы, в принципе, и так все знаете, я просто вам напомнил. И go со мной, посмотрим на игру, что нам приготовили разработчики. Если кто-то смотрел предыдущие мои ролики, я проходил игру Occupy Mars. И нас эвакуировали, но, видимо, эвакуировали не на планету Земля. Мы остались на Марсе, поближе к цивилизации. Вот. И теперь, собственно говоря, будем заниматься ремонтами. Да-да-да-да. Наш гаражик. Замечательный, светлый, просторный, теплый и уютный. Работать в одно удовольствие. Подрубим музычку какую-нибудь космическую. Как по мне, так с музыкой-то веселее. Видим информационную панель. Сол 1 на Марсе в качестве ремонтника марсоходов, роверов. Температура, давление, радиация, кислород и углекислый газ. У нас все в норме. Смотрим дальше. Вот так все это выглядит дело. У нас есть стол для исследования печатных плат. Будем исследовать. И с вероятностью 258% нам придется что-то паять. Конфигуратор EQ. Эта штука необходима для того, чтобы прошивать роверы после ремонта. Компьютер. Доступ только по отпечатку пальца. Здесь есть терминал, змейка, пинг-понг, экран. Ну, змейка, пинг-понг это две игрушки. Я расскажу про пинг-понг. Значит, устанавливается вот здесь, на этой информационной доске. Можно увидеть, помимо прочих тут наклеечек, в том числе Occupy Mars, можно увидеть команду для Linux. Только для Linux она пишется sudo apt-get install pong, а для вот этого марсианского Linux она пишется как modo. И, соответственно, вписав ее в терминал, у вас появляется игра пинг-понг. За это, между прочим, дают какую-то награду в Steam. И для любителей пасхалок будет полезно. Можно вот таким вот образом это все сделать. Далее у нас 3D принтер, напечатать на котором, я уверен, можно все что угодно, любую деталь. Не зря он здесь, а иначе где нам их брать детали? Дробилка, он же измельчитель и уничтожитель, и он же утилизатор. Обзовем его так. Что еще? И у нас здесь верстак. Верстак, на котором, собственно говоря, скорее всего, будет производиться ремонт. Бежим к компу. Здесь есть кран. И для того, чтобы выполнять задание, нужно воспользоваться вот таким вот механизмом. Груз лежит. Груз с нашим заказом, получается, лежит на нем, на марсоходе, вот на этом. Захват возможен. Захватываем. И все это дело помещаем на наш операционный стол. Вот как-то так. Чпеньк. Посмотрим, что за заказ. Менюшечка открывается на F, и здесь мы видим. Значит, я вам расскажу, я проходил учебную миссию, и вот
тот же ровер Sojourner я менял там покрышку на колесе. Там выплывало 1000 различных подсказок и всего такого прочего. И вот здесь нам, собственно, он же и приехал на ремонт. Оказалось, все не так просто, и нам пишут, что проблем было больше, чем предполагалось ранее. Что нужно поменять подшипник и устранить проблему с колесом. У нас уже есть опыт работы с этим марсоходом. И нужно взглянуть на него еще разочек. В этот раз еще получим дополнительную плату. Да, здесь введена некая игровая валюта. Это R. Это не рубли. Это ресурсы, их так называют. И, собственно, мы на этом заработаем. Ожидаемая награда 2500 ресурсов. Смотрим. Такой вот он малюсенький. В прошлый раз покрышку мы меняли вот на этом колесике, поэтому я предполагаю, что проблема именно здесь. Переключаемся в режим обследования. У нас выделяются те детали, которые мы можем обследовать белым. И потихонечку, деталька за деталькой, мы посмотрим, что же тут неисправно. То, что зелененький, соответственно, все норм. Но я точно знаю и уверен, что вот с этим именно колесом была проблема. И чтобы увидеть эти поврежденные детальки, нам придется сейчас это все дело разбирать. Вот. Выкручиваем винтики. Благо у нас есть замечательный марсианский шуруповерт. Крышечка снята. Следующее это колесо. Как-то так. Снимаем колесико. И снимаем вот этот колпак. И теперь мы можем дообследовать. И видим, что крышка подшипника B изношена. У нее ресурс остался 29%. Нам-то ее-то и нужно поменять. А для этого, опять-таки, ее нужно открутить. И крышечка это у нас снята. И что мы видим еще? Вот эта деталь называется подшипник, и ему совсем нехорошо. Забираем с собой. Вот, собственно говоря, именно эти части нам и нужно заменить. Брать детали, кроме как печатать их в принтере, нигде на Марсе возможности нет. Поэтому заходим в принтер, пишем подшипник, пабамс, и крышка подшипника B нам тоже нужна. Видим, тут отводится определенное время на печать. Ну и соответственно мы тратим вот те самые ресурсы. И здесь есть смысл зарабатывать больше, чем тратить на печать вот этих деталюшек. Видим, что у нас в очереди 2 детальки, а всего можно зарядить 10. И печатается подшипник. Это здорово. Пока печатается, можно посмотреть на 2 эти игрушки. Ну, собственно, пинг-понг. 8-битные приставочки и все такое. Оп, моя взяла. Только что-то интересно раз нужно выиграть. И что-то мне кажется, что еще какую-то награду, либо что-то дополнительное откроется, если пройти пинг-понг весь. Я почти в этом уверен. Но это 2, да. Ну, это я вышел, да. Мы не будем тут сейчас время тратить на это, так как у нас 2 наших детальки готовы под замену. Приступаем к сборке. Для сборки мы нажимаем циферку 2. Появляется ключик с плюсиком. Вот здесь вот рядом с счетчиком наших ресурсов.
И, соответственно, появляется, вот моргает синеньким деталь, которую мы можем прямо сейчас поставить. Это подшипник. Естественно, мы выбираем вновь напечатанный, горячий еще после принтера. Следующая у нас деталь — это крышка подшипника. И все это дело завинчиваем. Как-то так. Крышка и подшипник у нас на месте. Что дальше? Колпак. Ставим колпак, который не износился. Колесо мы меняли уже. И все это дело завинчиваем. Завинчивайте всегда в жизни крест-накрест. Винты, болты на колесе. Меня так батя учил, и это правильно. И крышечка. Одна единственная. И вот в игре та же самая привычка осталась. Не знаю, насколько меня хватит. Их-то легче всего по кругу завинчивать. Но пока как-то так. Что дальше? Значит, дальше нам это все дело нужно перепрошить. Для этого вот в режиме ключик с плюсиком мы ставим коннектор беспроводной и бежим к нашему прошивальщику. Что здесь? Здесь разработчики приготовили для нас что-то типа мини-игры. Нужно собрать цепь от батареи до вот этой микросхемки желтенькой источник. Как мы это будем делать? В пустые квадратики можно вставлять элементы цепи. Чем мы, собственно говоря, и займемся. Как-то вот так. Пойдем по короткому пути. Попробуем. Но это еще не все. Основная загвоздка заключается в том, что еще нужно подогнать напряжение. Вот здесь, если видите, текущее 0, а целевое напряжение 5. Вот за это отвечают квадратики зелененькие за повышение напряжения. И вот здесь написано, насколько оно повысится, а рядышком сколько таких блоков есть. А красненькие, соответственно, отвечают за понижение напряжения. Но как бы здесь 3,2, 3,2, 3,2. Ага, придется пересмотреть нашу схему. У нас нет одного на 5. Так, для этого 3,2. А вот этот крутится, а этот не крутится, да? Что мы можем придумать? Вот такую, да, задачку нам подкинули. То есть нам нужно как-то провести еще и через этот. Не задействовал минусовой. Угу. Давайте попробуем сделать вот так. И что это нам даст? Ничего особо не даст. 2 плюс 3 это 5. Нам нужно 5 и без минуса. Тогда предлагаю вообще поступить по-другому. Вот этот убираем. Ставим на место вот такой. Ага, сюда мы пойдем вверх. И тоже никак. А какие у нас варианты? Провести их через 2. А, ну то есть вот этот, что, его можно тоже убрать или нет? Но сюда только 3. Странно. Либо я сильно перемудрил, что вероятнее всего. Так, цепь есть. А как потом вот сюда его? Вот такая вот интересная задачка у нас. Я предлагаю убрать все и начать это заново.
Так, какие-то убираются, какие-то не убираются. Этот не убирается и не переворачивается. Через 2. И вернуться по 2, 3. А чем же нам пятерочку-то набить? Ага. Прикольно. Казалось бы, задачка легенькая, а как ее осилить? 3 плюс 2. И сюда мы ничего не можем ставить. А вот сюда... Здесь тоже все статично. А если мы обойдем... А как мы обойдем? Мимо этой мы по-любому не пройдем. Если мы движем вот так, то максимум мы сюда можем подать троечку. Так, соберем 5, но здесь она сделает... или ничего она не сделает. Может, я чего-то не так понял. Давайте пробовать. Давайте вместе осилим эту головоломку. Ох, это только первые. Что там будет дальше? Вообще интересно знать. Так, как-то так. Развернули. Ага. Угу. Погнали дальше. И вот так, и вот так, и вот так. Так, сюда мы ставим плюс 3. Сюда тоже плюс 3. А сюда минус 1. Все, готово. Да, наконец-то, до ура. Ух. Вот уж время не отняла. Так, и что мы видим? Вот на четверочку, если нажмем, то задачи у нас, в принципе, все выполнены. Убедимся в этом. Задачи, ага, все зелененькие. И можем со спокойной душой завершить заказ. Все отремонтировалось. Добавился нам рейтинг сюда. Вот у нас какие-то поврежденные части. И мы справились. Вот. Значит, что касается этого марсохода и, в принципе, знакомства с игрой, наверное, для этой серии достаточно. В следующей серии будем ремонтировать марсоход Spirit. И напомню, мы движем к марсоходу Perseverance. Всем пока-пока, удачи и успехов во всем. Всего вам доброго, хорошего, позитивного.